Когда люди наконец приходят к пониманию истины, того, что мы не живем на вращающейся сфере, а на невращающейся плоскости, что находится выше, ниже и за пределами этого мира, мы до сих пор не знаем. Первый вопрос, который они задают: зачем так врать, кому это выгодно? Есть много причин, потому что не хотят, чтобы вы поняли, кем на самом деле являетесь. А мы знаем, что обладаем огромной силой, и наш разум невероятно могущественный. И это сейчас не мистика, вы знаете, что я против язычества, а это божественный дизайн. Все вокруг создано измерениями энергии, частоты и вибрации. Они стремятся оставить ресурсы под своим контролем и заставить нас верить в то, что если мы не найдем другие планеты, то ресурсы иссякнут. Они пытаются отвлечь вас от Бога и так далее. Мы живем на сфере, идеально гладкой, комфортном геоиде, летим под наклоном, вертимся. Мы слушаемся, мы подчиняемся, у нас заканчиваются все ресурсы, депопуляция – единственный выход. Однако я пришла к выводу, что самая веская причина лжи в том, что они хотят, чтобы вы верили в то, что живете в вымышленном мире. А раз вы живете в вымышленном мире, значит вы вымышленный персонаж, фиктивное лицо. Есть такой юридический принцип, который гласит, что тот, кто что-либо создал, владеет этим. Они создали шар, они владеют фиктивными лицами. Нельзя запатентовать то, что является органическим. Нельзя взять и изменить что-то природное. Они могут создавать из этого, но изменить невращающуюся плоскость они не могут. Поэтому им нужно, чтобы вы верили им, а не Богу, чтобы вы верили в вымышленный мир. И на этом вымышленном, несуществующем шаре они контролируют ваш разум. Они создали свидетельство о рождении, они создали контракты, они создали фиктивного человека, они создали рабство. Рабство потому, что вы не знаете, кто вы, потому что вы даже не знаете, где вы находитесь. Вы же не сосредотачиваетесь на своем собственном существовании. Вас устроила сгенерированная картинка, и в этом сгенерированном мире вы не будете ничем владеть, потому что они считают, что они вами владеют. Знаете почему? Потому что они заставили людей подписаться на фальшивые деньги, ипотеки, глобализацию. Все это фальшиво и зарегистрировано в фальшивом мире. У вас есть права, которые вам были даны с рождения Богом, но вы не знаете, где находитесь, не готовы понять, что у вас есть собственные ощущения, ваши собственные глаза, ваше личное восприятие, которые говорят вам, что мы не вращаемся, что это все ложь. В реальности мы с рождения владеем равной долей земли, равной долей ресурсов, но в вымышленной реальности они все это забрали у нас. Они создали фиктивного человека, это как бы отражение, дубликат реального человека. Они создали свидетельство о рождении, они создали валюту. Нам нужно раскрыть эту ложь, но для этого первое правило – поверить самому себе. Поверить в то, что видишь собственными глазами. Например, идеально плоское озеро Байкал. Оно замерзает каждый год. Его длина составляет 636 километров. Если бы Земля была шаром, озеро изгибалось бы на 16 километров посередине с обеих сторон своей длины, но оно совершенно плоское. Это просто математика на шаре с диаметром 12 742 километра. 636 километров – это 32 километра изгиба. Я представляю вам глубокие истины и реалии, которые чрезвычайно трудно постичь. И мне ужасно жаль, если кому-то не нравится моя резкая честность, но с другой стороны, мне тоже не нравится приукрашенная чушь. Моя любовь к истине перевешивает страх обидеть кого-то. Нам пропагандируют 4 направления движения: вращение вокруг своей оси, орбитальное вокруг Солнца, движение нашей Солнечной системы внутри галактики, расширение Вселенной со скоростью больше, чем 1 миллиард километров в час. Ничего из этого я не чувствую. И мне нужно выучить физику. Вам знаком первый закон термодинамики? Энергия не может быть создана или уничтожена. Это закон сохранения энергии. Она лишь переходит из одного вида в другой в различных физических процессах. Энергия напрямую связана с материей. Если материя и энергия не могут быть созданы или уничтожены, как возникла сингулярность Большого взрыва? Нужно признать, что модель Большого взрыва не только не верна, но и бросает вызов законам термодинамики, включая второй закон энтропии, который утверждает, что системы, предоставленные сами себе, склонны к беспорядку, а не к порядку. Теория Большого взрыва – это религиозное убеждение, причем нелогичное. Выдуман Биг Бэнг священником. Даже если бы и были какие-то мнимые доказательства, сейчас я начала ставить свою интуицию выше их. Если что-то не так в теории в какой-то, в человеке, то это потому, что что-то не так. Я не собираюсь торчать тут и выяснять, что же. Но все настолько очевидно, что тут даже интуиция не нужна. Бугатти стоит 10 лямов зеленых, а Луна Глоб – это официальное название шариков, прикрепленных к солнечным панелям, под 2 триллиона рублей. Это 20 миллиардов долларов.
лунный взлетно-посадочный модуль плюс научная нагрузка от тяжелого лунохода до научного оборудования – это цифра 1,7 триллиона рублей. Их, конечно же, профукали, так как никакого космоса нет. Я попросила искусственный интеллект набросать эскиз шаров, прикрепленных к солнечным панелям, и оценю стоимость своего лунохода тоже в 2000 раз выше, чем Бугатти. В России 700 тысяч беспризорных детей. Поскольку государство украло у нас в одну только лунную миссию по 2 триллиона рублей, обязываю их возместить ущерб, распределив затраченные налоги в размере 2,5 миллионов рублей на каждого беспризорного ребенка, немедленно закрыть государственную космическую программу и распределить бюджет, предусмотренный на следующие 3 года в объеме 816 миллиардов рублей, на 43 миллиона пенсионеров в России, это по 20 тысяч рублей на каждого. Да всем наплевать на беспризорных, старых, голодных, ведь мы можем побыть туристами в воображаемом космосе. Если бы государство работало над решением серьезных проблем, а россияне платят за это налоги, то в России не было бы бездомных. Это самая большая проблема. Люди голодают и гниют на улицах, а они тратят наши триллионы, решая какие-то якобы проблемы в условиях, которые с научной точки зрения невозможны. Гелиоцентризм – это 500-летняя алхимическая религия, основанная на пифагорейском культе поклонения Солнцу. Она противоречит всему опыту и не имеет научной ценности. Им нужны были столетия, да даже тысячелетия, чтобы перепроектировать реальность своей лженаучной математикой. Просто современное поклонение Солнцу, маскирующееся под науку. Их целью с самого начала было поместить Солнце в центр. Как провернуть это? Ну, нужно сделать Солнце много больше Земли, поэтому они сделали Солнце в миллион раз больше Земли. Но то, что я наблюдаю отсюда, это маленькое Солнце. Вот каким оно мне кажется. О, это потому, что оно очень далеко. Итак, поскольку нам нужно было сделать Солнце очень большим, чтобы поместить его в центр, теперь нам нужно поместить его на очень большом расстоянии, поэтому давайте определим его на расстоянии 150 миллионов километров. Каждое объяснение должно быть подвергнуто реверс-инжинирингу, потому что они начали с конечной цели поместить Солнце в центр. Каждый факт, который они создают потом, подвергается обратному проектированию, чтобы заставить эту модель работать. Сегодняшние ученые заменили эксперименты математикой, и они бродят по уравнению за уравнением и в конечном итоге создают структуру, не имеющую отношения к реальности. Никола Тесла. Я плоскоземельщица уже 3 года, и за это время мне никто не показал кривизну, никто не показал реальную фотографию Земли из космоса, не доказал гравитацию, не доказал эволюцию, не доказал, что мы вращаемся вокруг своей оси, не доказал, что мы вращаемся вокруг Солнца, не доказал, что мы мчимся в космосе, не доказал большой взрыв, не доказал, что Вселенная расширяется, не доказал расстояние до Солнца, не доказал расстояние до Луны, не доказал, что мы высаживались на Луну. И никто никогда ничего из этого не докажет. Куда ни глянешь, в их модели везде фальшь. Я измерила Африку поперек, получилось 7200 километров. Россия с запада на восток, чисто с первого взгляда, кажется вам намного больше. Не тут-то было. Измеряю дистанцию поперек. Получилось 6200 километров, то есть на 1000 километров меньше. Это четко совпадает с размерами на плоской Земле, так как территория севернее на самом деле меньшего размера. Вот, Россия здесь действительно меньше, чем Африка. С плоской Землей все предельно просто и логично, как, например, видно на карте с временными зонами. Вот в России 11 временных зон, в то время как временные зоны на глобусе распределены вот так, полный хаос, с тем, чтобы натянуть на реальность. Он есть тот, который восседает над кругом Земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Есть большая разница между словами «круг» и «шар». Нам нужно объединиться и перестать участвовать во лжи, и я сейчас не только о сказочных космических приключениях, а обо всем, что вытекает из этого прародителя лжи. А тот, кто осуждает без предварительного расследования, напрямую признается в собственной индоктринации. Пожалуйста, подписывайтесь на мой Бастион. Новое видео посмотрело 125 тысяч человек, в общем, платформа реально рабочая. Она мне тоже не приносит дохода, поэтому я буду признательна, если вы поддержите меня на Патреоне, став ежемесячным патроном, либо на Бусти можно также установить ежемесячные переводы, или одноразовая поддержка по PayPal, Тинькофф, либо биткоинам. Еще у меня есть печатная книга о детском здоровье на английском, которую можно заказать по всему миру с Лулу. Возможно, вы захотите купить ее кому-нибудь в подарок на Новый год. Спасибо за просмотр.